Ты можешь изменить Аризону. Именно с такими словами в сегодняшнем видео я к вам и обращаюсь. Всем привет, с вами Вакаинкор, и сегодня мне бы хотелось снова поговорить о наболевшей для меня теме, а именно изменение гетто на проекте. Как вы знаете, на моем канале уже выходило 2 видеоролика по данной тематике, которые были охвачены достаточно большой огласки. С помощью последнего из них нам даже удалось достучаться до Валика. Кто не знает, Валик — это руководитель проекта, на котором мы играем. И после того самого последнего видео на проекте появились, так сказать, виртуальные копты. Объяснять полностью я не хочу, но поясню кратко. Все вы прекрасно знаете, как я не люблю фармил на проекте. Я не говорю про обычных работяг. Пацаны, работайте, вы красавчики. Я говорю исключительно про тех людей, которые приходят в банды, чтобы получить АФК заработок. Люди, которые покупают все дома в гетто и застраивают их различными объектами, такие как заборы, фонтаны, вешалками, в общем показывают всем своим видом, что они колхозники. И чтобы оградиться от таких кринж людей, наша идея была создать виртуальные копты. Они подразумевают собой данную функцию. Начинается капт, и вокруг территории появляется большой квадрат, который задевает 2 квадрата от любой стороны, как показано на скрине. И соответственно, заходя в этот квадрат, люди появляются в виртуальном мире, в котором они коптятся. Вот такой вот, собственно, функционал данных коптов. По сути, это уже глобальный толчок и понимание того, что разработчики не забили на гетто и готовы его развивать. Но все как-никак зависит всегда только от нас. Чуть ли не забыл про конкурс. Вот победитель прошлого ролика, он получил азекоины. Хочешь также, ставь лайк, подписывайся на канал и пиши комментарий. Сколько будет лайков на данном видеоролике, столько азекоинов получит случайный комментатор. В данном видеоролике я хочу осветить свою тему на форуме и рассказать вам про наши идеи по улучшению гетто, которые с большой вероятностью добавят в ближайших обновлениях. На форуме Arizona RP Page в разделе уличной группировки существует тема с названием «Предложение по улучшению игрового мода в бандах». Она существует уже более 3 недель и расфорсилась среди гетто аудитории. Но кто о ней не знал, предлагаю ознакомиться. Ссылка находится в описании, либо в закрепленном сообщении. В ней люди с различных серверов расписывали свои идеи, которые они хотят видеть на проекте. Также пару идей я тоже успел написать, но написал не все, что хотел. Хочу рассказать вам о пару своих идей, которые лично хотелось бы увидеть уже сейчас. Во-первых, первая, самая важная идея, это, как ни странно, ДМ-зона. Я говорил уже про нее в роликах данной рубрики, но, видимо, меня не расслышали или ждут полностью моего разжевания. На Аризоне нужно менять полностью систему ДМ-зоны. Идут копты, но вне коптов что делать? Да, понимаю, можно пойти на военку, аирдропы, но когда и то тебя не интересует, или же оно надоело, правильно, можно пойти постреляться. Тем же самым, если изменить ДМ-локацию, люди не будут выходить с сервера после копта, а будут постоянно находиться на нем, дожидаясь следующих коптов. Также мне бы хотелось поговорить за систему коптов. Этой теме я уделю достаточное время, так как, по моему мнению, система коптов с добавлением виртуальных коптов должна улучшаться. Как вы можете заметить, сейчас копты проводятся в основном по системе Каптур 2, то есть по мясу. Но в чем же смысл действующих коптов? Капт длится 15 минут, банда, которая имеет больше мемберсов, в большинстве случаев стоит АФК в самой тере, а противоположная банда, которая проигрывает по мемберсу, залетает в последнюю минуту капта. Есть ли в этом смысл? Если кап не продлевается, хотя в тех же самых семейных войнах и на КРМП проекте Аризоны это имеется. Также минус этого всего в том, что ты не знаешь, когда будет кап. Тебе нужно постоянно быть в конференциях банды ВКонтакте, либо в Дискорде, в общем, быть информированным. Постоянно находиться в игре, чтобы это все знать, оно надо? Конечно же нет. Мне бы хотелось продумать эту систему, чтобы люди не забивали копты в конференциях, забив ВК или Дискорда, а постоянно с дня до вечера коптились. Ведь коптов какие-то дни и не бывает. То ли лидеры не хотят коптиться, то ли лидеры фармилы, которые после данной лидерки уйдут на админку. Такого нам, конечно, не надо. Если ты встаешь на лидерку, ты должен постоянно коптиться. Ты должен понимать, что твой состав хочет копты. А если ты не хочешь, смысл ты стоишь на лидерке. В общем, если вы хотите обсудить эту тему с изменением системы коптов, то перейдите после данного видеоролика в описании, либо в закрепленное сообщение в комментариях. Там будет отдельная тема по данному поводу. С помощью изменения системы проведения коптов мы сможем сделать гетто более активно и таким образом привести новых людей из проектов конкурентов, такие как Evolve и сам РП. Потому что основной онлайн данных проектов это гетто игроки, а на Аризону они переходят только из-за постоянного застоя в коптах. Что меня
меня еще подбешивает на коптах. Когда ты спавнишься в интерьере банды, для того, чтобы выйти с нее, тебе нужно полностью вылечиться. Это очень непонятная система. Почему она действует на коптах? Ее 100% нужно изменить. Самыми лучшими решениями данной ситуации будет первое: сделать спавн на улице, но тогда из-за этого возникает другая проблема. Так как сейчас имеются виртуальные копты, то если кап находится рядом с респой, тебя сразу же заспавнит в виртуальном мире. И так будет до конца копта. Ты будешь спавниться в нем. Второе: сделать возможность при спавне в инте выходить сразу на улицу, без возможности лечиться. Третье: сделать возможность лечиться сразу же в интерьере за ту или иную цену, которую укажет лидер. Эти же деньги будут уходить лидеру в банк организации. Но данное предложение не совсем крутое, ибо лучше сразу выходить с инты, нежели ждать лечения. Я думаю, многим лидерам и замам, да и просто бандосам бесит видеть, как кто-то просит сменить им скин. В моем же случае идея заключается дать возможность внутри инты менять самому игроку скин на любой, который он хочет. Лидер сможет сам настраивать цены за скины. Также хотелось бы видеть идеальный капстатс. Тот же самый улучшенный идеальный капстатс имеется на Эвольве. Зачем придумывать велосипед, или можно повзаимствовать и сделать получше, чем у них. Надеюсь, данным видеороликом мы снова сможем поднять шумиху вокруг гетто, и надеюсь на вашу помощь в распространении данного видеоролика. Пишите в комментариях хэштег FixGetto, если вы действительно хотите видеть хорошее гетто.